Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! В данном видео я предлагаю вам присоединиться и связать вместе со мной такую ажурную летнюю шапку-панамку для девочки на лето. Вязание данной шапки я выполняла из пряжи Коко. Это хлопок 240 метров на 50 грамм. Вязание выполняла крючком номер 2. Для вязания этой шапочки я использовала один моток, и это остатки от него. Данная шапочка для малышки на объем головы около 45 сантиметров. Здесь обхват 45 у меня получился, и высота 16-17 сантиметров. Процесс вязания этой шапки очень простой. Выполняется от макушки круговыми рядами. Ряды с расширением 11 рядов. А затем 4 ряда высоту повторяем до нужной глубины шапки. Приступаем. Берем пряжу, делаем скользящую петлю. Разворачиваем. Вязание первого ряда. В эту скользящую петлю выполняем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, выполняющие роль одного столбика с одним накидом. И в центр этой петли 23 столбика с одним накидом. Накид. 1, 2, всего 23. В завершении вязания первого ряда соединяем воздушную петлю, вязание соединилось, и выполняем соединительную петлю между петлями подъема и первым столбиком с одним накидом. Соединительная петля. Вязание второго ряда. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, выполняющие роль одного столбика с одним накидом. 1 воздушная петля, и затем выполняем за каждый столбик предыдущего ряда столбик с одним накидом и воздушная петля. Накид, столбик с одним накидом, воздушная петля. И повторяем это 23 раза. Всего накид, столбик с одним накидом, воздушная петля. За следующий столбик с одним накидом, воздушная петля. Повторяем до конца ряда. В завершении вязания второго ряда считаем петли воздушные 1, 2, 3. В третью ввожу крючок, соединительная петля. Вязание третьего ряда. Воздушная петля. И за этот промежуток выполняю столбик без накида. Затем раппорт узора. Столбик с одним накидом за столбик первый предыдущего ряда. Воздушная петля. Столбик с одним накидом в это же основание. Воздушная петля. Столбик с одним накидом в это же основание. И за следующий столбик предыдущего ряда столбик без накида. Повторяем этот раппорт узора еще 10 раз. Повторю с вами еще один раз. Столбик с одним накидом за следующий столбик предыдущего ряда. Воздушная петля, столбик с одним накидом,
воздушная петля, столбик с одним накидом, столбик без накида. Повторяем до конца ряда. В завершении вязания третьего ряда выполняем столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом и ряд соединяем, соединительная петля за первую воздушную петлю. Вязание четвертого ряда. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, выполняющие роль одного столбика с одним накидом. 2 воздушные петли, накид, столбик с одним накидом. Воздушная петля, столбик без накида за средний столбик предыдущего ряда. Далее раппорт узора. 1 воздушная петля, столбик с одним накидом, две воздушные петли, столбик с одним накидом, одна воздушная петля, столбик без накида. И повторяем раппорт узора еще 11 раз. В завершении вязания четвертого ряда 1 воздушная петля и считаем 1, 2, 3. В третью ввожу крючок, соединительная петля. Вязание пятого ряда. Для начала вязания пятого ряда перехожу на эти 2 воздушные петли соединительной петлей в центр. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, выполняющие роль одного столбика с одним накидом. Затем за это же основание 2 столбика с одним накидом. 1, 2. За столбик без накида предыдущего ряда столбик без накида. И далее смотрите, раппорт узора выполняем 5 столбиков с одним накидом, с одним основанием за 2 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида за столбик без накида предыдущего ряда. И раппорт узора повторяем еще 10 раз. В завершении вязания пятого ряда выполняем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Соединительная петля между петлями подъема и первым столбиком с одним накидом. Ряд соединили, и теперь вязание шестого ряда. 1 воздушная петля и сразу раппорт узора. Столбик без накида, 2 воздушные петли, затем столбик с одним накидом за столбик без накида предыдущего ряда. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, столбик с одним накидом, две воздушные петли и повторять 11 раз. При этом следующий столбик без накида выполняем за середину, за средний столбик с одним накидом предыдущего ряда. И повторяем раппорт узора
до конца. В завершении вязания 6-го ряда выполняем соединительную петлю за первую воздушную петлю этого ряда. Затем вязание 7-го ряда. Воздушная петля и сразу выполняем раппорт узора этого ряда. Столбик без накида. 7 столбиков с одним накидом за арку из 3 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И повторяем этот раппорт узора еще 11 раз. Столбик без накида, 7 столбиков с одним накидом. В завершении вязания 7-го ряда выполняем соединительную петлю за воздушную петлю подъема. За первую воздушную петлю. Вязание 8-го ряда. 3 воздушные петли. Раз, два, три. Выполняющие роль одного столбика с одним накидом. Далее 2 воздушные петли. Раз, два. Столбик с одним накидом. Две воздушные петли. Раз, два. Далее выполняем раппорт узора. Столбик без накида выполняем за средний, то есть получается 4-й столбик с одним накидом предыдущего ряда. Раз, два, три, 4. Столбик без накида. Две воздушные петли. Раз, два. Столбик с одним накидом. За столбик без накида предыдущего ряда. 3 воздушные петли. Раз, два, три. Столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. Раз, два. И этот раппорт узора повторяем еще 10 раз. В завершении вязания 8-го ряда 2 воздушные петли. Раз, два. И соединительная петля. Раз, два, три. В 3-ю воздушную петлю. Вязание 9-го ряда. Для начала вязания 9-го ряда перехожу соединительной петлей на 2 воздушные петли. 3 воздушные петли. Раз, два, три. 4 столбика с одним накидом. Раз, два, три, 4. Столбик без накида за столбик без накида предыдущего ряда. И далее раппорт узора этого ряда. 9 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И столбик без накида за столбик без накида предыдущего ряда. Этот раппорт узора повторяйте еще 10 раз. В завершении вязания 9-го ряда выполняем 4 столбика с одним накидом. Раз, два, три, 4. Соединительная петля за 3-ю воздушную петлю подъема.
Вязание 10-го ряда. Воздушная петля и сразу раппорт узора этого ряда. Столбик без накида, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, столбик с одним накидом, три воздушные петли, столбик с одним накидом, 3 воздушные петли. И раппорт узора, начиная со столбика без накида, повторяйте еще 11 раз. В завершении вязания 10-го ряда выполняю соединительная петля за воздушную петлю. Вязание 11-го ряда. Воздушная петля и сразу раппорт узора. Столбик без накида, 11 столбиков с одним накидом за арку из 3 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И этот раппорт узора, начиная со столбика без накида, повторяйте еще 11 раз. В завершении 11-го ряда соединительная петля за первую воздушную петлю. Выполнив вязание 11 рядов по кругу, у нас должно получиться такое дно шапочки. Это воздушная петля. Диаметр дна шапочки должен получиться примерно 16 сантиметров. Далее выполняем вязание основной части шапочки уже без прибавления, без расширения, вяжем прямо. Здесь я ставлю маркер для обозначения дна шапочки и основной части. Вязание первого ряда. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Столбик без накида за средний. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида. Далее раппорт узора. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Столбик без накида, также за средний. И этот раппорт узора повторяем по кругу еще 10 раз. В завершении первого ряда 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Соединительная петля. 1, 2, 3. Вязание второго ряда перехожу соединительной петлей на 3 воздушные петли. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 5 столбиков с одним накидом. 1, 2,
3, 4, 5. Далее раппорт узора этого ряда. Столбик без накида, 11 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И этот раппорт узора повторяйте еще 11 раз по кругу. В завершении вязания второго ряда здесь столбик без накида, 5 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, 4, 5. Соединительная петля. Вязание третьего ряда. Воздушная петля и сразу раппорт узора этого ряда. Столбик без накида. 3 воздушные петли. Раз, два, три. Столбик с одним накидом. Три воздушные петли. Раз, два, три. Столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Раз, два, три. И этот раппорт узора повторяйте еще 11 раз, начиная со столбика без накида за средний столбик предыдущего ряда. Раз, два, три, 4, 5, 6. В завершении вязания третьего ряда соединительная петля за первую воздушную петлю. Вязание четвертого ряда, 1 воздушная петля и сразу раппорт узора. 11 столбиков с одним накидом. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, столбик без накида. И этот раппорт узора повторяйте еще 11 раз по кругу. В завершении вязания четвертого ряда выполняем соединительную петлю за первую воздушную петлю подъема. Ряд соединила, и смотрите, далее эти 4 ряда повторяем высоту необходимое количество раз. От отметки 4 ряда повторяем. И вот сейчас уже шапочка сформировалась. Выполняем вязание шапки до нужной высоты. Высоту 4 ряда от маркера я провязала 1, 2, 3, 4 раза. То есть всего здесь получается 16 рядов. Здесь выполнила соединительную петлю. Через следующую также протягиваю соединительная петля, протягиваю нить, отрезаю и после чего на изнаночную сторону ее вывожу, дополнительно фиксирую и покороче отрезаю. Также обязательно начало ряда воздушную петлю эту
затягиваю. Здесь по краю эту нить еще дополнительно протягиваю, делаю узелок. Можно сделать несколько раз. И также дополнительно ее потом отрезаю. Ну а после того, как шапочка готова, конечно, ее украшаем. Для украшения можно использовать различные бабочки, цветочки. Эти и другие видео по вязанию украшений вы, конечно, найдете на моем канале. Вяжите с удовольствием и до новых встреч!